Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на ноябрь 2025 года для близнецов, восходящих, солнечных и лунных. Если вы знаете свой восходящий знак, то вы можете смотреть это видео в первую очередь. Если вы знаете точное время своего рождения, но не знаете своего восходящего знака, то я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой новый курс, который называется «Глубина Чарадаша», и я на него приглашаю астрологов. И если вы не знаете, вернее, точное время своего рождения, то вы можете смотреть в таком случае по знаку зодиака Солнца прогнозы. И Солнце — знак, когда Солнце было в тех или иных знаках по ведической астрологии. Я пересчитала даты под каждым видео, и ищите свою дату, соответствующую вашей дате рождения, и тогда смотрите прогноз по вашей дате рождения. Теперь давайте говорить о тенденциях ноября. Очень много событий в ноябре, очень много событий, меняющих наши планы, поэтому давайте посмотрим, что же будет у вас, в каких сферах жизни у вас будут перемены планов, и ожидаете вы этого или не ожидаете. Со 2 ноября по 26 ноября Венера будет идти по вашему 5-му дому гороскопа. Венера у нас выходит из знака своего падения, и это очень хорошо. И Венера заходит в ваш 5-й дом гороскопа, что тоже в целом хорошо, потому что Венера — планета творчества, 5-й дом — дом творчества, дом детей, влюбленности, обучения, романтики. Поэтому транзит Венеры по 5-му дому гороскопа способствует каким-то творческим порывам, творческой инициативе, но также и лениться, залипать немножко на сериалах, на каких-то удовольствиях, на свиданиях, романтике, влюбленностях. То есть будет больше такая история, когда Венера будет идти по 5-му дому гороскопа, немножко полениться, ну и повитать в облаках. Также транзит Венеры по 5-му дому гороскопа способствует более частому посещению кино, театров, таких развлекательных мероприятий. У вас еще есть тенденция на то, что вы можете ездить на какие-то концерты, выставки в другую страну, либо ездить в другую страну и город по вопросам обучения, например, учиться в другом городе, либо по вопросам детей и деторождения. У кого-то может быть такой онлайн-роман, такая влюбленность в интернете, переписки в интернете, может быть, на большом расстоянии, что-нибудь подобное. 5 ноября состоится полнолуние в вашем 11-м доме гороскопа. Оно как раз полнолуние у нас напротив 5-го дома, дома детей, влюбленности. Полнолуние в 11-м доме гороскопа означает переоформление счетов, может давать карточек, выход из каких-то сообществ, какую-то выплату, может быть, либо перемены по выплатам, по премиям, перемены по вашему общению с друзьями, но и завершение, например, какого-то творческого процесса, продукта, учебы, что-нибудь такое тоже может быть. И полнолуние может еще влиять на вопросы детей, деторождения, поэтому это может быть тоже зачатие, рождение ребенка у кого-то, появление питомца, либо появление какого-то творческого ребенка. С 9 ноября по 23 ноября Меркурий начинает свое ретроградное движение в вашем 6-м доме гороскопа. Это называется «поработали», немножко поработали, пора возвращаться опять к отдыху. То есть Меркурий будет откатываться к 5-му дому, дому детей, отдыха, творчества, удовольствия. А сейчас он пока что у нас получается по 6-му дому, который отвечает за лечение, за медицинские обследования, за режим, график работы, за спорт, за кредиты. И ретроградность Меркурия в 6-м доме гороскопа может давать поставить на паузу какие-то медицинские процедуры, медицинские обследования, поставить на паузу поиск работы, либо, может быть, вернуться
к каким-то старым попыткам поискать работу, поискать тренажерный зал, спортивный зал, возможно, тоже вопросы долговых обязательств поднять, если вам, например, кто-то денег должен, вернуться к этим вопросам. Транзит Меркурия по шестому дому гороскопа может давать необходимость вообще исправления ошибок в работе, но вот этот откат может вас откатывать опять в какие-то истории, когда, например, были какие-то ошибки, вы это обсуждали, вы это исправляли, и оно опять всплывает. В общем, что-то такое. Вот это вот будет жвачка в вопросах кредитов, долгов, судов у кого-то, лечения, спорта, режима жизненного уклада и так далее. Также могут быть откаты в вопросах поездок из города в город, из страны в страну и ремонта. Если, например, вы затеяли какой-то ремонт, какие-то не только дома, но может быть ремонт транспорта, то тоже может быть такое, что бригада не та, там долго делают, надо менять что-то. Вот какие-то такие тормоза и препятствия могут быть еще в вопросах ремонта, недвижимости, транспорта, в вопросах похода к психологу. Если вы, например, к психологу ходили, может быть такое, что походили, не хочу больше ходить, либо вернуться к какому-то старому специалисту, с которым вы работали. Это все тоже по ретроградности Меркурия в шестом доме будет. С 11 ноября по 5 декабря ретроградным станет тоже Юпитер в вашем втором доме гороскопа. Но это такая история тоже, нежели хорошо, нечего начинать. То есть Юпитер у вас зашел в октябре в ваш второй дом гороскопа, дом денег, дает возможность увеличения дохода, расширения по этой сфере, благоприятный транзит, но начинает откатываться, и могут откатываться вопросы изменения уровня оплаты труда, повышения ставки, особенно если вы в найме работаете, повышение вашего дохода, который может быть завязан на вашу экспертность. То есть чем больше вы знаете, тем больше получаете. Вот тут вот могут быть вопросы каких-то откатов. И в работе тоже. То есть и Меркурий у нас в шестом доме гороскопа ретроградный, и Юпитер как хозяин 10-го дома работы и статуса тоже ретроградный. То есть вопросы, которые в первую очередь касаются работы и статуса, они у вас могут пересматриваться в ноябре. Ну и, кстати, про транзит Юпитера по знаку зодиака Рак я снимала отдельное видео. Если вы не видели, то посмотрите, пожалуйста, у меня на канале. Есть отдельное видео про период транзита Юпитера по Раку и что это может дать. В том числе в каких вопросах могут быть откаты, потому что там видео достаточно длительное. Для каждого знака зодиака я подробно объясняла. С 16 ноября по 16 декабря Солнце будет идти по вашему шестому дому гороскопа. Транзит Солнца по шестому дому гороскопа — это транзит такой. С одной стороны, Солнце формирует такую комбинацию, что вы можете получать какие-то новые навыки в работе. Допустим, пойти на курсы вождения автомобиля, пойти на курсы маникюра, пойти на курсы по криптовалюте. Ну вот любые такие курсы, которые дают вам профессиональные навыки, это вот по транзиту Солнца по шестому дому гороскопа очень хорошо. Но также транзит Солнца по шестому дому гороскопа что может давать? Это период, когда мы всем помогаем, мы служим, и нам это в принципе нравится. То есть может быть такое чуть-чуть даже униженное положение в некоторых моментах, когда мы должны свою корону с себя снять и пойти помогать другим людям. Вопросы питомцев тоже. Может быть, питомцев вводить в ветеринарную клинику. Обращайте внимание на их здоровье в это время. И может проясниться что-то в работе, может проясниться что-то связанное с абонементами различными, может проясниться что-то связанное с абонементами, я имею в виду в тренажерный зал, со страховками медицинскими, с кредитами, с судебными вопросами. А еще будьте внимательны в отношениях с друзьями, потому что Солнце может вносить некоторую конфликтность в отношения с друзьями, может давать какие-то затруднения в коротких поездках и какие-то проблемы по документам, которые вам придется решать. А 20 ноября будет новолуние в вашем шестом доме гороскопа. Вот новолуние в шестом доме гороскопа — это, например, новая работа, новый кредит, новый спортзал, новое лечение, новый судебный процесс у кого-то это актуально.
Или какие-то перемены в работе, или питомца тоже в поликлинику можно, в ветеринарную клинику отвезти по этому новолунию. То есть новолуние не всегда дают такие прям вау, большие результаты, если только у вас не идут соответствующие периоды, но что-то может именно в районе новолуния поменяться. С 23 ноября по 29 ноября ретроградный Меркурий будет в вашем 5-м доме гороскопа. Вот это вот уже, знаете, так всеми ногами вступить в отдых, вернуться к отдыху, вернуться к творчеству, вернуться к развлечениям, к удовольствиям, к организации каких-то мероприятий, потому что ретроградность Меркурия — это откат, возвращение в какие-то старые ситуации, возможность что-то доделать. А транзит Меркурия по 5-му дому гороскопа, он у вас указывает на получение дохода от недвижимости, транспорта, помощь мамы, а также какой-то ремонт, наведение комфорта, улучшение вашего психологического состояния. И то, что вы можете в этот период больше быть направлены на общение с детьми, на творчество, на посещение или организацию каких-то мероприятий. И, возможно, это вы делали в октябре, и у вас какие-то процессы затормозились, либо вы не доделали, бросили, и сейчас вот благоприятно к этому возвращаться, потому что Меркурий нас направляет. Что-то у нас там по 6-му дому гороскопа опять пошло не так, и мы возвращаемся к тому, чтобы просто посидеть, передохнуть, отдохнуть, заняться более приятными для нас делами. То есть у вас какая-то вспышка активности, вторая половина октября, первая половина ноября, а потом начинается такой откат, и начинаем больше внимания уделять вопросам отдыха. С 26 ноября по 20 декабря Венера зайдет в ваш 6-й дом гороскопа. Транзит Венеры по 6-му дому гороскопа дает такие результаты, как, например, писать какой-то экзамен, сдавать. По транзиту Венеры по 6-му дому гороскопа есть тенденция на то, что могут быть такие поездки типа командировки, дальние, рабочие, например, в другой город или в другую страну. Либо нужно будет на какое-то время ездить между двумя городами, либо между двумя странами, постоянно перемещаться. И еще транзит Венеры по 6-му дому гороскопа — это период, когда нужно быть внимательнее к здоровью мочеполовой системы, зрение, возможно, проверять тоже. И помимо этого техобслуживание транспорта, техобслуживание одежды, украшений ювелирных или каких-то антиквариатов, чего-нибудь такого. То есть, возможно, будет просто у вас желание заняться техобслуживанием, ремонт, что-то наладить. Вот это будет по транзиту Венеры. И еще водить по поликлиникам, по обследованиям детей, либо самому или самой брать какие-то справки, то есть проходить какие-то обследования для детей деторождения. То есть, например, кто-то готовится стать родителями, проходит обследование, либо точно так же еще проходить обследование, чтобы, например, отправиться в какую-то экзотическую страну, надо прививку поставить. Или же для того, чтобы поступить на учебу, нужны определенные какие-то показатели, и вот тоже проходить медицинское обследование, чтобы поступить на учебу. То есть ваши планы могут связаны быть, вот эти вот медицинские, именно с темами детей, деторождения, обучения, каких-то мероприятий и так далее. И с 29 ноября по 6 декабря Меркурий уже будет в прямом движении в вашем 5-м доме гороскопа, доделать какие-то, доорганизовывать какие-то мероприятия, дополучить какие-то деньги, допустим, от недвижимости, транспорта, прибыль, до поступить наконец-то, то есть решить все вопросы с поступлением, или договориться о чем-то с детьми, или вот наконец-то отправиться на какое-то мероприятие, которое у вас там задерживалось, откладывалось, переносилось и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на ноябрь 2025 года для Близнецов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.